С вами снова Артем Ворожцов, и это видео бонус трек 2 к числам Фибоначчи. Занимаясь числами Фибоначчи, мы с вами получили такую картинку. Прямоугольник, от которого мы отрезали квадрат справа, потом квадрат сверху, потом снова квадрат справа, потом снова квадрат сверху и так далее. Получилась довольно красивая картинка. Но вот мне хочется получить такую картинку. Она, оказывается, непосредственно связана вот с этой. Точнее нет, но сейчас мы поймем. Для начала очистим все переменные, которые мы до этого использовали. И разберемся, что такое комплексные числа. Комплексные числа. Они появляются, когда мы вводим число и, равное корню из минус единицы. Посмотрите, и в квадрате равно минус 1. Чудеса. Разве такое бывает? Ну, давайте введем такое и. Если не появится противоречие, то и слава богу. Числа у нас будут иметь такой вид. А плюс и умножить на b. Тогда их произведение будет равно такому выражению. А и b это обычные числа, вещественные. Целые, дробные, неважно. Значит, произведение. Здесь нам математика ничего нового не сказала. Чтобы она проделала какую-то работу, надо вызвать функцию expand. И тогда уже видно. Она раскрыла. И обратите внимание, вместо b1 на b2 на и в квадрате мы видим здесь минус b1, b2. А все остальное вполне ожидаемый результат. Комплекс expand. Комплекс expand сделал еще одну работу. Он собрал отдельно слагаемое без и слагаемое с и. А чему равняется единица разделить на и? Минус и. Ну действительно, и умножить на минус и получается 1. Потому что это равняется минус и в квадрате, а и в квадрате равняется минус 1. Минус на минус дает 1. Это означает, что обратный элемент к и равен минус и, а обратный элемент к минус и равен 1. Ну, вы сами можете поиграться. Ну вот, например, возьмем и плюс 1 в квадрате. Это, оказывается, равняется 2и. Убедитесь в этом сами. Давайте вычтем из и плюс 1 в квадрате 2 умножить на и плюс 1, чтобы убрать эту двойку. Получится минус двойка. Давайте добавим двойку. Получается 0. Смотрите, вот если это выражение в скобочках обозначить как x, мы получаем x квадрат минус 2х плюс 2 равно 0. Если вы посчитаете дискриминант этого квадратного уравнения, вы получите отрицательное число. Вас учат, что нет таких чисел, которые удовлетворяли бы этому уравнению. Но в комплексных числах ответы есть. Один из ответов это единица плюс и, а другой ответ единица минус и. Проверьте это. Вот обратный элемент к единице разделить на единица плюс и. Действительно. Проверяем. Умножаем 1 плюс и на эту величину и получаем ответ. Это несложно проделать в уме. Мы 1/2 вынесем за скобку от первого множителя. У нас будет единица минус и. Это мы разобрались с этой скобкой. И надо умножить на единица плюс и. Вот. А это умножаем по формуле разность квадратов. Получаем 1/2. 1 в квадрате минус и в квадрате. Но это равняется, вы уже поняли, это равняется 1/2 на 2. Потому что и в квадрате равняется минус 1, минус на минус дает плюс 1. Итак, эти комплексные числа нам сейчас пригодятся. Мы хотим точки на плоскости интерпретировать как комплексные числа. Точку x, y мы будем интерпретировать как число x плюс и y. В этом основная идея. И получается, квадраты, на которые мы разбили прямоугольник, это как бы множество точек на комплексной плоскости. Вершины этих квадратов, ну, вообще все точки это комплексные числа. Вот определение нашей функции split to squares, извините.
повторим те вычисления, которые были в исходном видео. Только добавим такую функцию toPolygon. Вместо квадратов мы будем рисовать полигоны. Полигон это прямоугольники. Раньше мы как рисовали ректангл, задавая нижний левый угол и верхний правый. А полигон, ну то есть такая вот ломаная линия замкнутая, состоит из точек. Предполагается, что последняя точка соединена с первой. Вызываем функцию split2squares. И потом каждый квадрат с помощью функции toPolygon превращаем из такого представления в такое. Здесь мы пока не получили ничего нового, но сейчас получим. Определим функцию, которая из точки, из пары AB, делает комплексное число. И наоборот, функция from z, которая из комплексного числа z, делает точку на плоскости. Координата x получается с помощью re. Вот часть А называется re, реальная часть комплексного числа. А b получается с помощью функции im, imaginary, мнимая часть комплексного числа z. Проверим, как это все работает. Это работает таким образом. Хорошо. Point t – это функция трансформации точки с помощью функции f. Мы из точки P с помощью функции toZ делаем комплексное число. К комплексному числу применяем функцию f, а потом из результата снова получаем точку. Например, пусть функция f равняется возведение в квадрат. Решетка в квадрате, амперсант, это означает функция от решетки, которая это число решетку возводит в квадрат. Тогда мы получим как бы квадрат числа а плюс ib, от которого берется реальная часть и мнимая. Хорошо. Еще нам понадобится range, у которого есть третий аргумент, шаг, с которым мы двигаемся от первой точки к последней. Следующая функция points between. Она задает промежуточные точки между точками x1, y1 и точкой x2, y2. Вдаваться в это определение, объяснять, что тут происходит, не буду. Надеюсь, вы поймете суть по примерам. Вот случай, когда у нас точка x1, y1, точка x2, y2, а между ними мы ставим еще одну точку, ровно посерединке отрезка, который соединяет точку x1, y1 и точку x2, y2. Что я хочу сделать? Я хочу просто вот вместо этого квадрата из 4 точек нарисовать полигоны, где на каждой стороне сотня точек. А потом каждую точку подвергнуть преобразованию. Я, конечно, могу взять 4 точки квадрата и только их подвергнуть преобразованию. Но дело в том, что неверно говорить, что преобразование отрезка снова будет отрезком. Поэтому, чтобы увидеть, куда отобразится именно вся сторона, я на этой стороне ставлю много-много-много-много точек и каждую точку преобразую. Здесь я хочу пояснить, как работает математика. Она умеет делать такие вещи. Когда вы складываете пары, она просто их поэлементно складывает. Когда вы пару умножаете на число, она просто на это число умножает каждый элемент пары. Вот за счет этой хитрости и работает то определение, которое здесь дано. Итак, вместо функции toPolygon я хочу написать функцию toDetailed_Polygon, где каждая сторона полигона проработана подробно-подробно. На каждой стороне нарисовано 100 точек. С точки зрения рисования полигона это бессмысленно, пока он остается прямоугольником. Но когда мы начнем его преобразовывать, это сразу же приобретет смысл. В качестве функции f от z я вот здесь взял просто z. f от z равняется z. Функция, которая ничего не делает. Поэтому квадраты остались квадратами. Ну а давайте я возведу теперь в квадрат. О, уже что-то интересное. Кстати, в математике, насколько я знаю, можно взять этот результат, прямо на него кликнуть, шлепс, да, и даже прямо начать двигать. Видите, вот красный квадрат превратился в совсем не квадрат, а в какую-то штуку. Граница похожа на параболу.
Эта граница сохранилась. Как была отрезком, так и осталась. Она изменилась, но она осталась отрезком. Это тоже похоже на параболу. Это тоже кусочек параболы. И это кусочек параболы. Интересно. Двигаемся дальше. Теперь я вместо z квадрат хочу взять функцию единица разделить на z. Но единица на z опасная функция. На 0 делить нельзя. И я пишу, если z равняется нулю, тогда комплекс infinity. Смотрим. Вот первый рисунок из тех, что мы хотели получить. Вместо квадратов мы получаем кусочки кругов. Были квадраты, а после единицы на z стали кружочками. Он нам тут ругается, он говорит, нельзя делить на 0. Получается indeterminate. Ну ладно, для того, чтобы убрать это предупреждение, мы научимся находить, что у нас в полигоне есть точка 0, 0. Именно эта точка превратится в комплексное число 0, на которое делить нельзя. Вот с помощью функций intersection и length мы будем проверять, есть пересечение или нет. Тут что-то наругается, видимо я взял какой-то неправильный пример. Ну вот, седьмой элемент из квадратов, который мы получили. Превратить в полигон и проверить, есть ли в этом полигоне точка 0, 0. Ответ. 0 пересечений, то есть нет такой точки 0, 0. Длина списка пересечения списков равна 0. Пишем. Опасная точка PC 0, 0. Мы получим полигон поли из квадрата итого. Проверим, что длина пересечения полигона и опасной точки PC больше нуля. И если это так, вернем пустой полигон. А иначе просто каждую точку подвергнем преобразованию f. Преобразованию f как комплексной точки на плоскости. Рисуем. Вот, теперь предупреждений нет. Здесь мы тоже можем развлечься и поредактировать этот результат. Ну, он имеет такую фрактальную природу, как вы, наверное, догадываетесь. Хорошо. Как бы это увидеть, что там находится? Можно вот таким образом увеличить. Правда, они становятся невидимыми. Ну вот я увеличил кусочки, которые там были. Правда, они несколько деформировались. Теперь другая идея. Давайте разобьем прямоугольник по-другому. Не прибежать к точке 0, 0, а по спирали. Посмотрите. Увеличим здесь количество точек до 12. Вот, по спирали. Кстати, интересная задачка. Что за точка такая, к которой стремится эта спираль? Эту точку надо выразить как точку с координатами x, y, где x, y в долях от длины и ширины. У меня получилось, что 0,27, 0,17. Но это примерно. И важно как бы не все эти цифры после запятой, а какая аналитическая формула для этой точки, в которой сходится спираль. Здесь мы учимся важному умению. Брать последний элемент списка очень просто. Надо в качестве индекса указать -1. В языке Python, в языке Ruby и во многих других языках это точно так же. Здесь я хочу не делить единицу на z, а взять функцию f от z, единица на z минус zc. А zc это вот точка последнего квадратика. Одна из вершин последнего квадратика, скажем так. И я вот как раз тут беру -1, взять последний квадратик и взять у него первую вершину. Поехали. Шлепс. Получаем нашу картинку номер 2. Красота, страшная сила. Посмотрим, что вы про это думаете. Похоже, вам нравится. Хорошо. Идем дальше. А что тут дальше? Дальше все. Финита ля. Комедион.
можно посмотреть, какие получаются картинки для разных значений n. Вот 17 красивая картинка, и 12 была красивая картинка. Без обрезанных кружочков. Нет, не 12, 13. Вот, 13, 17. Ну, очевидно, надо прибавлять 4. 21 и так далее. На сегодня все. Оставляйте свои комментарии. Пишите, что вам интересно было бы узнать на следующем подкасте. Пока-пока.